Всем привет, друзья! В этом небольшом уроке я расскажу вам, как смоделировать коробку интерьера в 3D Max двумя разными способами. Но какой из способов эффективнее и легче выбирать вам. Первый способ я назову полигональным. И начнем мы с того, что запускаем нашу программу. После запуска программы, как всегда, первым делом выставляем наши единицы измерения. Ну, я выставлю сантиметры. Вы можете выставлять другие единицы. Миллиметры или метры. Я работаю в сантиметрах. Так. Теперь находим любой интересный или нужный интерьер, да? План интерьера. Вот, допустим, я нашел вот такую картинку. Смотрим, выбираем картинку и смотрим вот здесь вот ее размер. 1345 на 952. Создаем plane. Размеры плейна вбиваем 1345 на 952. Все как там было указано в размерах картинки. Так, поворачиваем наш плейн по расположению, как должно быть. И теперь открываем редактор материалов. Выбираем любой материал и подгружаем сюда нашу карту, то есть наш скачанный план. Загруженный план. Так. Находим наш план. Хватаем его и применяем. Перетягиваем. Смотрим, что получилось. Так, план немножко сжатый, да? Для этого мы превращаем его в Editable поле, кидаем UV Map и нажимаем два раза этот значок. Не получается. Значит, выделяем UV Map, нажимаем Gizmo и поворачиваем наш план на 90 градусов. Еще раз нажимаем эту галочку. И вот теперь план совпадает с реальным планом, да, как он должен стоять. Для того, чтобы сравнить картинку, как была и как мы ее здесь построили на плане, достаточно картинку, чтобы не переключаться между окнами, подгрузить View Image файл. Прямо в 3D Max. То есть View Image файл. Все. Этот файл будет рядышком, и вы всегда сможете глянуть размеры. И он, кстати, не закрывает окно 3D Max. И 3D Max не закрывает его. То есть они могут существовать рядышком. Так, пока нам это не надо. Можно его спрятать сюда вниз. Мы же переходим на вид топ. Перешли на вид топ. Убрали нашу сетку, которая нам только мешает. И теперь нам надо подогнать весь этот план. То есть создаем. Но для начала давайте этот план мы, наверное, опустим немножечко ниже нуля. Потому что если план будет на нулевом уровне по оси Z, то и создаваемый плейн, который будет началом построения, да, коробки, он тоже будет на нулевом уровне и будет сливаться вот так вот с нашим планом, и его не будет видно. Поэтому давайте план сам мы опустим немножко. Допустим, даже -1. Все, этого достаточно. Теперь наш плейн очень хорошо видно. Так, что мы делаем дальше? Мы создаем, вернее, создали плейн и смотрим вот на этот размер. 2220, да? Ну, это в миллиметрах, а в сантиметрах 222 сантиметра будет. Вот мы и вбиваем, да? Наш плейн 222 сантиметра. Ставим его сюда, в уголок этой комнаты. И теперь, для того, чтобы подогнать его по уголку, во-первых, делаем его прозрачным. То есть сам плейн делаем прозрачным. А саму комнату мы идем в пивот. То есть, чтобы выставить правильный пивот, да, по которому мы будем центрироваться. Вернее, размер изменять. И этот пивот ставим в самый уголок комнаты. То есть отсюда мы будем расширять эту комнату, чтобы она совпала по размеру с этим плейном. И теперь, пожалуйста, берем масштабирование
и тянем. Общее, да? Вот, в принципе, и вся начальная подготовка. Мы выставили. И получается у нас теперь этот плейн совпадает с размерами реальной комнаты, реальной квартиры. Так, теперь снова нажимаем Alt-X. Делаем наш плейн видимым. А сам этот план замораживаем. Для этого заходим в Object Properties. Здесь снимаем галочку Show Frozen in Gray, чтобы при замораживании наш плейн не стал серым. И нажимаем Freeze. Окей. Все, теперь при выделении наш план никуда не сдвигается. И вот. Так, давайте для начала скопируем. Скопируем его 3 раза. Потом покажу, объясню для чего. Скопируем рядышком. Одну копию. И вторую. А работать будем пока с одной копией. С первой вот этой, да. Ее замораживаем, собственно говоря. И начинаем работу с построения. Превращаем наш плейн в editable поле. Это можно сделать вот здесь вот. Ну или здесь, без разницы кому как. И давайте поднимем до нашего уровня стены. Вот эти стены, простенки, да, их можно строить отдельно для того, чтобы быстро пройтись по наружной стене. Ну, некоторые строят сразу и внутренние все стенки, я делаю по-другому. Я прохожу сперва все наружные стены. Все равно, по идее, потом, когда мы уже текстурируем, так сказать, и делаем полы, делаем развертки, да, мы все равно отделяем внутренние стены от наружных. Поэтому я это делаю сразу. То есть, чтобы не делать потом двойную работу. Так, напомню, это первый способ полигональный. А здесь, смотрите, здесь некоторые делают. Можно сделать вот так вот. То есть, довели, да. Здесь выделили полигон. Ну, это как я делаю. Вывели его сюда. Там, где окно, да. Подвели. Потом снова этот полигон. Снова его копируем сюда, да. Ну, и так далее. И тянем, да. А некоторые продолжают. То есть, строят здесь просто с шифтом. Вот такую вот фигурку. То есть, вот такое вот построение у них идет. Дотягивают до конца, да, и так тянут дальше с шифтом. А потом, когда поднимают, они просто эти места прорезают. Я делаю немножко по-другому. Так, давайте это отменим. Вот. И продолжим моим способом. Так. Подтянули сюда. Так. Напоминаю, мы пока проходим наружные стены. Поэтому вы не обращайте внимания, что... Ну, вот эта стена, она тоже как бы, ну, внутренняя будет считаться, ладно. Наружные у нас самые толстые пока стены. Вот эти маленькие штучки мы не учитываем, да. Их можно будет или потом сделать. В принципе, нарезать можно будет вот эти вот плейны, да. И сделать эти гачочки. Ну, я их не учитываю, потому что здесь ставится окно. Там подоконник, и их практически не видно. Ну, кто прям сильно хочет заморочиться, можно сделать и их. Так, переходим сюда. Так, извините, выделилось 2. Тянем, так, дотянули. Снова plane. Перетягиваем сюда. Переходим на Edge. На Edge можно переходить клавишей 1, 2, 3, 4. Да, вот эти все подобъекты. Вот 1 точка, 2 Edge, 3 Border, 4 полигон. Ну, то есть, кому как проще. Можем переключаться 2, 4. Так, сюда ставим. С зажатым шифтом и левой кнопкой мышки тянем. Вытянули. Вот, подошли к построению двери. Так, ну, дверь мы тоже оставляем проем, да, как бы уже готовый. Опять копируем plane. Полигон, вернее, копируем. Переходим сюда. Так, здесь смотрим, да, эта стена тоже как бы считается внутренней, можно сказать. Значит, пока мы идем вот так вот. С шифтом опять вытягиваем, тут вытягиваем.
Ну и так постепенно проходим. Опять доходим до окна. Это же, я так понимаю, окно, правильно? Переходим в полигон, копируем его, снова двоечка. Снова двоечка, переходим на борт. Да, здесь не надо было этого делать. Без шифта. Снова перешли на полигон. Скопировали. Перешли на эджики. Так. Ну вот таким образом доходим до конца. Так, давайте этот продлим сюда, чтобы легче было состыковаться, да? Кстати, здесь можно сразу задать размер. Я задаю размер так. Перехожу на точки. И смотрю на вертикальную линию, да, вот эти точки, допустим, выбираю, вот они. И вот этот размер. Ctrl-C и сюда Ctrl-V. Все. Эта стена будет совпадать с этой. Снова копируем, переходим. Можно там с привязками сделать, но это надо заморачиваться. Здесь пока все простенько я покажу. Так, с привязками можно прям очень точно сделать. Но мы пока этого делать не будем. Так, перешел. И здесь то же самое. Переходим на вертексы. Берем значение этих. И вставляем сюда значение этих. Все. Все у нас как бы соединилось. Здесь можем эти точки выделить. И сделать weld. Все. Теперь проверяем. Так, эта точка у нас не свелдилась. Сейчас мы ее нарежем, значит. Ну, правильно. Так и так делается. Вот. Почему-то не нарезалась. Давай еще раз. Угу. Берем размер этой точки. Можно сделать с привязкой. Выбираем эту точку. Ой, не за ту ось взял. Так. Почему-то не хочет привязаться, хотя берем за правильную ось. Странно. Ну вот, в принципе, выровнялось. Все. Вот, теперь все нормально. Так, проверяем на всякий случай. Давайте его свелдим. Отключаем привязку, проверяем. Все нормально. Так, есть этот момент. Теперь, что я делаю дальше? Ну, простенки давайте как бы нарежем. Ну, в принципе, не суть важно, просто хотел показать свой метод. Давайте создадим. Можно прямо из этого скопировать кусочек. Давайте отсюда скопируем кусочек. Так, возьмем. И создадим простенок, да, таким образом. Ну, простенки я создам более упрощенно, чтобы не тратить много времени. Ну, сама мысль будет понятна. Так, ну и создаем простенок, да. Простенок немножко у нас тут под углом. Поэтому сдвигаем его. Так. Снова переходим на полигоны. Копируем. Клонируем. Переходим на эджики. Так. Делаем сюда, сюда. В эту сторону с шифтом тянем. Потом можем, в принципе, перейти на вертексы. И это дело все выровнять. Вернее, вот это не надо нам кусочек. А здесь мы вот так вот можем опять-таки по этой координате выровняться. Берем, копируем, да. И потом все эти точки вставляем сюда ту координату. Вот. Так мы совместили, да. В принципе, так, конечно, ну, не делается. Ну, для быстрого этого более-менее можно и так. Тянем здесь. Так, тянем здесь.
поднимаем и разворачиваем. Развернули. Чуть-чуть провернули. Перешли на вертексы. Так. Так, вот лучше в эту сторону, конечно. Так будет красивее. Сделали. Ну, в принципе, для показа, я думаю, достаточно. Сейчас подтяну. Тут вся суть просто показать два способа. А неправильность построения, да? Точность, вернее. Так. Так. Ну, сам метод, в принципе, понятен и так. Тут ничего такого сложного нету. Если вы совсем не новичок, да, а хотя бы уже какой-то уровень есть, то, в принципе, тут ничего сложного нету. Давайте перейдем на точки. Снова вот так вот подвинем точечку, да, чтобы красиво было. Тут можно нарезку сделать и от этой нарезки уже пойти эту стену делать. Так. В общем, что я хотел показать. Теперь смотрите. Проворачиваемся в окне перспективы, да, в ортографическом виде. Нажимаем это все дело. Выделяем все полигоны. И, вернее, это отдельное. Мы берем пока стены. Простенки не берем. Вот. Почему-то оно все вместе. Сейчас, минуточку. Я делал с таким расчетом, чтобы у нас наружные стены это все было отдельно. Так. Давайте отдетачим. Ну, ничего страшного. Так. Просто я с этого ж полигона начал построение. Все. Итак, выделяем полигоны. И говорим экструд. Сколько у нас там обычно? Ну, пускай 2,80, да, помещение. Ну, стандартное. Окей. Так, выделение снялось. Так, нажимаем еще раз экструд. Вот, 280 сантиметров, 2,80. Так, давайте покрасим в другой цвет. Чтобы отличалось от простенков. Ну и простенки тоже сделаем так же. Поднимаем простенки. Тоже нажимаем экструд. 280. Тот, кто делает вместе с простенками, да, сразу, то есть по плану, то они потом все равно отделяют для того, чтобы, допустим, затекстурировать. Так. Простенки пока можем скрыть. И что мы теперь делаем? Теперь мы видим, где у нас окна, где у нас двери, да, и таким образом делаем нарезку. То есть вот так вот я делаю. Перехожу в вид фронт. Допустим, беру слайс-план. Но как же узнать размер? Окна у нас обычно находятся внизу. Для этого берем измерительную линейку. Можно взять линейку, можно взять бокс. Кто чем меряет, тейп называется, да? И можем отмерить какие-то, поставить значения. То есть, допустим, для окна стоит линеечка 1. Сколько у нас окна? Окна у нас обычно по высоте, ну, пускай 40 сантиметров, да, от пола. Давайте что-то среднее возьмем, 50 сантиметров. Вторая линейка у нас будет окончание окна, то есть где-то, ну, тоже, пускай будет 180 сантиметров, да, немножко там не дотягивается. Ну, потом мы поправить всегда можем. Это не столь значительно. И теперь, переключившись в F3 и выбрав наши стены наружные, мы можем... почему я простенки делаю отдельно? Еще такой, как бы маленький лайфхак. Получается, что если мы сейчас сделали и простенки, и стены, да, все вместе, то нарезание слайс-планом, получается, порезало бы и наши простенки. Окон же у нас обычно не бывает на простенках, поэтому лишние линии зачем нам? Так мы порежем только наружную стену для нужных нам проемов, дверных и оконных, и все.
А простенки мы порежем просто под двери. И вот таким образом по этим можно вот здесь вот выбирать значение, да, чтобы слайс-план ввести. И вот по этим синеньким квадратикам тейпа мы как бы нарезаем наши окна. Все, нарезали. Эти тейпы можно удалить. Никому не нужны. Они свою роль уже сыграли. И все. Но это опять-таки как пример. Вернее, не все, а теперь мы переходим сюда. Выбираем полигоны в режиме Select, да, чтобы не сдвинулись. Потому что зачастую, когда работаешь вот с этим инструментом Move Select, да, то получается, бывает вот так вот, раз, нечаянно в сторону сдвинул, геометрию нарушил. И потом получается в итоге у тебя домик косится, стенки где-то кривые. И начинают разные косяки вылазить. Когда же мы включаем Select Object, да, то у нас получается объекты только выделяются, но не двигаются. Поэтому проходим все эти места. Выделили. И нажали наш волшебный бридж. Окей. Видите, как просто и быстро. А с дверью тут немножечко другой момент будет. Давайте доделаем окна. Выделяем шифтом, вернее с контролом выделяем все вот эти вот полигончики, которые закрывающими, так сказать, называются закрывающие полигоны, да, для окон. Так, 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 и вот здесь вот нажимаем Bridge. И вот окна у нас все созданы, да, в принципе, вернее, дырки под окном. А с дверями здесь немножечко другая ситуация. Здесь мы строим только верхний. И то высоту, наверное, надо было бы подрегулировать. То есть двери, они идут 2 метра. Если мы возьмем бокс, построим 2-метровый бокс, ну, для сравнения, и подведем его к стене. Не, ну тут практически совпадает. Бывает, просто я еще отдельно нарезку под двери делаю. Но здесь практически совпало, поэтому все нормально. Все, в принципе, здесь все. Только единственное, что необходимо еще сделать. Ну, я думаю, в принципе, дырки закрывать снизу это не стоит того. Некоторые закрывают эти дырки. То есть можно, в принципе, пройтись. Хотя я считаю это ненужным делом, потому что все равно там будет пол, как бы секущая плоскость, да? А она все равно, как бы получается, закрывает эти дырки, и свет проникает нормально, никакого большого значения эти дырки не играют. Ну, вы, если не хотите, то, в принципе, можно это все дело закрыть капом, да? Переходим в режим Border, нажимаем кап. Ну и, в принципе, вы закрыли весь низ, да? Хотя это не обязательно делать, еще раз повторюсь. Все, это у нас был первый метод создания коробки, да? То же самое касается и простенков, только простенки я уже нарезаю по-другому. Здесь мы просто ставим слайс-план. Кто как, кто катом режет отдельные какие-то стены. Я лично привык слайс-планом резать. Или можно коннектом выделить, да? И просто чем коннект удобней, что когда мы выделяем коннектом, смотрите, иногда коннектом даже лучше. Ну, я прибегаю к обоим инструментам, поэтому ничего страшного. Выделяем ребра. И коннектом вы, в принципе, можете задать, да? Ну, в принципе, что слайс-план, что коннект, особой роли не играет. И вот мы, в принципе, задаем высоту до дверного проема, да? Как здесь. Смотрим просто. Задали. Зашли теперь. Кстати, тут бывают моменты, так просто не построишь бриджем дверной проем. И сейчас я покажу где. Ой, выбрали бридж, закрыли. А вот этот проем, допустим, видите, тоже такой проемчик, да? Его бриджем не всегда удается сделать, потому что как бы тут обе плоскости, они закрывающие. Ну, мне кажется, тут получится. Хотя, может и не получится. Нет, здесь получилось. А бывает, что вот плоскость, допустим, здесь идет тонкая стена, вот как тут, да, а там толстая. И для того, чтобы сделать какое-то, ну, соединение типа бриджа, да,
можно просто взять и проэкструдировать эту сторону. То есть мы делаем экструд, подгоняем вплотную к нашей стеночке и все. В принципе, этого достаточно. Там, когда будут обои или будет текстурирование, штукатурка, уже этого видно не будет. Так как здесь все плотненько будет подогнано. Все, с этим закончили. Это был первый метод построения. Теперь смотрите второй метод построения. Почему он мне не нравится? Хотя он имеет место быть. Потому что, мне кажется, там работы в 2 раза больше. Хотя у кого как получается. Смотрите. Переходим на вид топ опять сверху. Только теперь мы переходим в линии, в сплайны, да? И начинаем то же самое все делать. Не знаю, можно опять с наружными, без наружных. Но это опять-таки будет дольше нарезать просто потом. И что мы делаем? Мы опять начинаем нарезать. Такой способ, мне кажется, больше подходит для... Ну вот смотрите. Когда мы зажимаем Shift, мы эту линию прямо можем вести. Если без Shift, видите, она болтается туда-сюда. Когда мы зажимаем Shift, то эта линия идет прямо. Ну давайте мы так, чтобы сильно не углубляться, вот так вот построим. Чем этот способ плох? Потому что он не точен. Он точен только тогда, когда у вас есть план с автокада или с архикада, да, по которому вы можете пройтись с привязкой. Тогда вы более-менее точно привяжетесь. Потому что вот когда мы ведем линию, допустим, мы провели линию здесь, а следующую линию мы ведем здесь, она уже не точная, ее все равно подгонять надо. Вот в первом способе там все было четко, точно, там только в конце мы подгоняли, да. А тут получается, тут намного сложнее. Так, сейчас объясню почему. Итак, идем сюда, идем сюда. Давайте вот так вот обойдем, не будем здесь строить, заморачиваться сильно. Так. Это пока как пример я показываю. Почему этот способ мне не нравится вовсе. Тем более по голому плейну, когда строим, когда нету привязки к автокадовским чертежам. Так, итак, проходим сюда. Давайте здесь ровно пройдем. Не будем на простенке заморачиваться так. Кстати, здесь можно идти опять-таки цельной линией, можно опять-таки разрезной линией. То есть, ну, это не играет сильно роли. Давайте вот покажу. Так. 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 Видите, проблема вот здесь вот уже начинается, да, неровное построение. Допустим, проблема потом вот здесь вот будет, да, идти вот так вот кусочки эти огинать. Ну, то есть, здесь потом придется каждый вот этот кусок подгонять. Ну, или, допустим, давайте сделаем по-другому. Давайте пойдем одним куском. Пускай здесь вот было отдельным, да, а здесь мы, давайте я вам покажу. Подождите, давайте экструд я наброшу. Так, чтобы это уже было видно. Так. Цвет сделаем более такой, чтобы приятно глазу было. Ну, а тут давайте, допустим, пройдемся одной цельной, да, как бы линией. А потом просто разрежем на кусочки. Так, идем. Так, так, да. Ну, мы, кстати, можем ставить вот такие точки. Это будет равносильно тому, что мы начали как бы резать, да. Опять-таки оно все будет неровно. То есть этот способ заморочений, и я не знаю, почему некоторые его используют. Может быть привычка, может быть они только с автокадовскими чертежами работают, я не знаю. Ну, я видел такие построения. Так. Так, идем сюда, сюда. Ну, ладно, это не важно, в принципе. Давайте сюда выйдем. Дойдем сюда. Точки я пока не буду ставить. Так, Ctrl-Z, Backspace. Отменили, если неверный шаг сделали. И теперь смотрите, накидываем экструд тоже, в принципе. Здесь мы можем сделать его более прозрачным, Alt-X. Теперь смотрите, что мы можем сделать. Во-первых, надо выровнять линии. Включаем модификат, да, вот этот, ну, Show End Result, да, чтобы мы видели результат, даже переходя вниз модификатора. То есть вот раз. И вот эту точечку, вот с этой координаткой, копируем
И сюда вставляем значение. Это мы выровняли. Тут у нас в принципе все ровненько. А теперь смотрите. Теперь вот это у нас не совпадает, видите? Теперь нам придется все это дело нарезать. Так, давайте выключим. Не, экструд мы не будем выключать. Мы сверху просто edit поле кинем. И теперь смотрите, нам придется взять инструмент Cut, перейти в вертексы и вот это дело все нарезать. Видите? То есть получается мы в принципе делаем ту же самую работу, что и в полигональном методе, да? Только здесь мы вот этот многоугольники делим на такие кусочки, да, чтобы не было нигде многоугольников. Но еще вся проблема в том, что нам придется их потом равнять. Поэтому, скорее всего, этот способ здесь не будет рабочим, но просто он имеет место быть. Еще раз повторюсь, этот способ рабочий для автокадовских чертежей, где можно привязаться с точностью до миллиметра. Да? То есть там линии, мы привязываемся, и мы по этим линиям все четко выстраиваем. Вот. Из этого видео вы узнали, как смоделировать коробку интерьера в 3D Max двумя разными способами. Оставляйте свои комментарии под этим видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо за внимание, всем пока.